Сегодня покажу два разных способа приготовления рыбы. Сначала сделаем нежнейшую рыбу с овощами, а затем покажу вкусный вариант на сковороде в пикантном соусе. Для первого рецепта выбрала хек, но сюда отлично подойдет и минтай или любая другая рыба. Первым делом чищу, удаляю все плавники, хребет и реберные кости. Нарезаю филе на кусочки размером примерно 4-5 см. Перекладываю все в емкость, добавляю соль и пока отставляю в сторону. Теперь займемся овощной подушкой. Картофель мою, очищаю и нарезаю тонкими кружочками. Следующим очищаю и нарезаю репчатый лук. Также для размера формы мне вполне достаточно одного кабачка. Примерно 300 грамм. Нарезаю его кружочками и немного присаливаю. Включаю плиту и на разогретой сковороде с добавлением растительного масла в первую очередь обжариваю картофель до полуготовности. Подготавливаю форму для запекания и укладываю обжаренный картофель первым слоем. Кабачки не панирую в муке, просто удаляю бумажным полотенцем лишнюю влагу и обжариваю на горячей сковороде с двух сторон. Выкладываю кабачки сверху на картофель. Дальше на той же сковороде обжариваю лук до золотистого цвета. Если масла маловато, по необходимости немного подливаю. Для приятной сладости и карамельной корочки добавляю к луку маленькую щепотку сахара. Это делать не обязательно. Выкладываю лук, а поверх него распределяю слой рыбы. Теперь пришло время для соуса, который объединит все вкусы. Беру жирные сливки 33%. Добавляю соль и специи для рыбы. Хорошо все перемешиваю и равномерно заливаю блюдо сверху. Отправляю форму в заранее разогретую духовку до 180 или 190 градусов в режиме вверх-вниз. Нежная рыба сразу с гарниром. Напишите в комментариях, вы бы обжаривали овощи или положили бы все в сыром виде. Переходим ко второму рецепту. Подготавливаю рыбу. У хека удаляю плавники, чешую и внутренности, а затем нарезаю поперек на небольшие части. Делаю кусочки средней величины. Солю кусочки, добавляю кориандр, сушеный базилик, розмарин и копченую сладкую паприку. А какие специи для рыбы предпочитаете вы? Поделитесь своими находками в комментариях. Далее обваливаю рыбу в муке. Обжариваю рыбу на сковороде на разогретом растительном масле на среднем огне со всех сторон до золотистого цвета. Если внутри рыба останется слегка недожаренной, не волнуйтесь. Спасибо за ваши теплые слова в комментариях под прошлыми видео. Мне очень приятно. Пока рыба ждет своего часа, нарезаю среднюю луковицу. Лук отлично сочетается с рыбой и раскрывает ее вкус еще ярче. Обжариваю его на сковороде до мягкости и золотистого оттенка. И пока лук готовится, нарезаю соленые огурцы. Вместо соленых огурцов можно попробовать и маринованные. Тогда вкус получится немного другим, но тоже очень интересным. Добавляю огурцы к луку, вливаю стакан воды и тушу под крышкой примерно 5 минут, чтобы ингредиенты обменялись ароматами и стали мягкими. В это время готовлю основу соуса. Сметана 15% жирности, она достаточно густая. Добавляю в нее 1 или 2 столовые ложки муки. И острую горчицу добавляю совсем немного,
сметану для вкуса. Перемешиваю сметанную смесь, добавляю немного воды для однородности, чтобы соус не был слишком густым. Заливаю эту смесь в сковороду к луку и огурцам и тушу все вместе на медленном огне еще около 5 минут. Пробуйте соус на вкус. На этом этапе при необходимости добавляйте специи. Теперь выкладываю обжаренную рыбу сверху на соус, накрываю крышкой и тушу на самом медленном огне еще от 5 до 10 минут. За это время рыба полностью дойдет до готовности, а все ароматы смешаются в единое целое. Это блюдо прекрасно сочетается с картофельным пюре или макаронами, а сегодня я выбрала отварной рис. Рис отварила заранее, перекладываю его в небольшую пиалку. Накрываю плоской тарелкой и аккуратно переворачиваю, чтобы на тарелке получилась красивая аккуратная горка. Рядом выкладываю кусочки рыбы и поливаю соусом. В итоге получается нежнейшая рыба в соусе с гарниром. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Приятного аппетита!